На краю маленького поселка, окруженного густыми лесами, просыпалось летнее утро. Первые лучи солнца пробивались сквозь окна в уютной, но несколько неприметной квартире Татьяны. Она нежно смотрела на свою единственную дочку Машу, которая мирно спала, закутавшись в яркий плед с изображением любимых мультгероев. Это был главный момент ее дня. Момент, когда весь мир был только их. Маша быстро открыла глаза. Ей снилось о лужайке у озера, о веселых играх на свежем воздухе и о том, как она кружилась на своем велосипеде, когда ветер гладил ее лицо. Ее сердце наполнило легкое волнение, когда она крепко сжала кулачки. Она мечтала о том, чтобы провести день вдали от дома, наедине с природой. «Мама, я хочу поехать к озеру на велосипеде!» – весело произнесла Маша, стараясь поскорее встать. Татьяна, любимая мама, мило поправила Машины косички и приласкала ее. «Хорошо, только не задерживайся», – улыбнулась она. «Соблюдай осторожность и возвращайся до вечера». Маша забралась на свой зеленый велосипед с колесами, сверкающими на солнце, и, придерживая ручку, покатила прочь, наслаждаясь теплом и свободой. Теплый ветер трепал ее волосы, когда она мчалась по ровной дороге, чувствуя, как легкость наполняет ее душу. Проезжая мимо магазина, Маша заметила своих друзей, которые тоже собирались к озеру. Однако она, полной решимости, свернула к заброшенному дому у озера, о котором ходили легенды. Местные жители рассказывали истории о призрачных огнях, которые периодически появлялись в окнах здания, а также о странных звуках, доносящихся оттуда ночью. Но ее это не пугало. Напротив, это добавляло мистики ее путешествию. Вокруг нее раздавались звуки природы. Пение птиц, шелест листвы и отдаленное журчание воды. Она не думала о тревожных мнениях, витающих в воздухе. В тот момент, когда Маша остановилась на мгновение, чтобы насладиться пейзажем, светило яркое солнце, и она почувствовала, как ее сердце наполняется надеждой. Тем временем вечер окутывал поселок. Татьяна заметила, что время пролетело слишком быстро. Ощущая прилив тревоги, она быстро собралась и вышла на улицу, прислушиваясь к ночному горизонту. «Маша!» – зову с надеждой, но в ответ лишь тишина. Родители и соседи начали искать Машу. Они обыскивали каждый уголок, но не находили ни следа. У неподалеку стоящего заброшенного дома все казалось мрачным и безжизненным. По мере приближения темноты к поселку пришла надежда. В округе начали собираться волонтеры. Водолазы прочесывали озеро, волны лишь шептали скрытые тайны. Местные жители также стали слишком настороженными. Полиция, также подключившаяся к поискам, опрашивала прохожих, но никто не видел Машу после того, как она уехала на велосипеде. Как только стемнело, стало особенно тревожно. Каждый из жителей поселка чувствовал растущее напряжение. Казалось, даже звезды на небе стали менее яркими. Каждый сторонник был готов заплатить любую цену за информацию о том, что произошло, и поиски стали стремительнее. Годы шли, но память о Маше не угасала. В поселке начали ходить слухи о странном свете и звуках, исходивших из заброшенного дома у озера. Кто-то говорил, что видел мальчика, который разговаривал с призраком. Татьяна, ни на мгновение не забывая о дочери, продолжала зажигать лампу у окна, веря, что однажды ее дочь вернется домой. Каждый вечер она ставила свежие цветы у окна и оставляла записки, полные любви и надежды. Мимо нее проходили люди, и хотя они иногда пытались утешить ее, Татьяна чувствовала, что каждый из них не спеша выносил свой приговор. Шумные разговоры о том, что у озера стали пропадать другие дети, не оставили в ее душе места для спокойствия. В один из унылых дней, когда Татьяна снова покинула свой дом, планируя проехать прямо к заброшенному зданию, рабочие, занятые ремонтом и вычищая полы, наткнулись на нечто странное. Брелок с маленькими символами, который напомнил им о Маше. Этот брелок, заключая в себя уникальные узоры, казался слишком знакомым. С любопытством они начали гордиться находкой. Напуганные, они вскрыли небольшую нишу. Внутри нашли рюкзак, обтянутый детской тканью плюшевую игрушку, медвежонка и несколько рисунков, изрисованных сердцами и цветами. В каждом из них были нарисованы мама и дочка, окруженные чем-то неведомым. Рабочие решили передать находки полиции. В тот же вечер в поселке разразилась новая волна слухов. Обсуждали, как необычно это выглядело, как будто сама Маша оставила свои следы. Но самой интригующей находкой стала записка, вырванная из 10-летней рукописи. На полу, в резком контрасте с грязью и пылью,
лежала пожелтевшая бумажка. С дрожью в руках рабочая увидела надпись: «Мама, я здесь. Он сказал, что я должна сидеть тихо. Пожалуйста, найди меня». Эти строки, полные детского страха и надежды, стали ключом к новой волне расследований. Как только бригадир осознал, что это было следом преступления, он сразу же вызвал полицию. Все снова, казалось, зашевелилось после долгого затишья. Полиция, получившая новые улики, начала тщательное расследование. Они подняли старые архивы и обсуждали различные версии исчезновения Маши. Главным подозреваемым оказался человек, который жил неподалеку от дома и исчез через месяц после исчезновения Маши. Легенда о его безумии зловеще окутывала поселок до сих пор. Многие были уверены, что он каким-то образом причастен к исчезновению девочки. Следователи начали допрашивать людей, стоявших в стороне, и нашли даже новую жертву. Женщина, которая раньше работала в детском саду, вспомнила, как к ней приходила странная пара с ребенком, без всякой видимости заботы. Это напоминало о Машиной ситуации, и полиция начала раскручивать этот след. Следователи расширили поиски, начали проверять не только заброшенные постройки, но и каждый куст, каждую тропинку. Из-за нового всплеска активности общественности на надписи «Маша» и «Найди меня» стали появляться по всему поселку. Несколько раз Татьяна вспоминала о своих поэтических попытках, каждый раз выражая свою надежду на бледных листках, которые оставляла у дороги. Каждый визит к тому заброшенному дому заставлял ее сердце биться быстрее. Она вновь смела пыль с окна, чтобы оставить там свое послание. Места вокруг находились в полнейшей тишине, но однажды она заметила белую салфетку, лежащую на полу. Она подняла ее, и там оказалась еще одна записка. Ее сердце сжалось, когда она увидела знакомый почерк, написанный детскими буквами «Блестки. Я жду тебя у воды». Маша исчезла, но настоящая мать всегда будет искать. А заброшенное озеро, охраняемое тайнами времени, ждет и надеющееся, что однажды кто-то сможет вернуть к жизни воспоминания об исчезнувшей девочке, ее улыбка и теплые воспоминания о жизни, полной надежд. Прошло несколько месяцев с тех пор, как появилось то новое доказательство. Татьяна продолжала жить в предвкушении, надеясь, что кто-то когда-нибудь раскроет тайну ее дочери. Однажды ночью, когда луна ярко освещала темный лес, Татьяна не могла спать. Она решила сделать еще одну поездку к заброшенному дому, чтобы оставить очередное послание. Когда она подошла к старым дверям, то заметила, что они приоткрыты. Сердце замерло от страха, но паника вскоре сменилась решимостью. Она взяла фонарик, зашла внутрь и стала осторожно двигаться по темному коридору. У нее было стойкое чувство, что она не одна. Вдруг она услышала звук. Легкие шаги. Татьяна затаила дыхание и пригляделась. Но, принюхиваясь к темноте, она заметила свечение в одном из углов. Это были блестящие странные силуэты. Они начали медленно проявляться, и к ее ужасу она поняла, что это были самые странные фигуры. Высшие силы, кажущиеся как бы наполовину из света. Они смотрели на нее и, казалось, приглашали войти. Она, полная мужественности, сделала шаг вперед. «Маша!» – воскликнула Татьяна, и ее голос дрожал от волнения. Фигуры замерли на месте, а затем одна из них приблизилась к ней, и Татьяна увидела знакомое и такое до боли родное лицо. Смертельный страх сменился радостью, и вся боль, которую она ощущала в течение долгих дней, начала утихать. Маша вернулась и ждала своего времени, чтобы снова быть с мамой.